Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. Вечером 23 июля на город Волжский Волгоградской области обрушился мощный ураган, сопровождавшийся ливнем, градом и порывами ветра до 20-25 метров в секунду. По данным администрации Волжского, в результате урагана произошел обрыв кабельной линии электроснабжения, что привело к отключению электроэнергии на водозаборных сооружениях города. В 18 часов 45 минут была полностью прекращена подача питьевой воды в поселок Краснооктябрьский, возникли также временно перебои с водой и в самом городе. Жители Волжского, в частности на втором поселке, сообщали, что несколько опор ЛЭП высокого напряжения буквально сложились под напором ветра. Еще одним серьезным последствием урагана стали разрушения в речном порту Волжского. Сильный ветер повалил погрузочный кран, металлические конструкции которого не выдержали штормового напора. Очевидцы сняли на видео момент падения крана, а также последствия урагана в порту. Катера и лодки были выброшены на берег, часть техники оказалась серьезно повреждена. Некоторые суда, по сообщениям свидетелей, ушли под воду. Ураган затронул и жилые районы. В поселке Паромном сорвала часть кровли школы номер 15, в других частях города и области зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения рекламных конструкций и автомобилей градом. Администрация Волжского и экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана. Работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения продолжаются. Днем 23 июля Казань накрыл сильный ливень с грозой, что привело к масштабным затоплениям улиц. Город встал в 10-больных пробках, некоторые улицы оказались практически непроходимыми из-за скопления воды. На оживленных перекрестках Казани перестали работать светофоры, что еще сильнее осложнило ситуацию на дорогах. Автобусы в центре города встали, жители жаловались на невозможность добраться до дома. В Зеленодольском районе Татарстана, в районе села Раифа, во время сильной грозы на автомобиле с людьми упало несколько деревьев. Машины получили значительные повреждения, разбиты стекла, продавлены крыши, лопнули шины. К счастью, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Одно из деревьев перегородило дорогу в сторону Раифы, что вызвало дополнительные заторы. Еще одним драматичным инцидентом стало происшествие в селе Новая Тура Зеленодольского района. Проливной дождь размыл асфальт на парковке у склада Уайлдберрис, в результате чего 3 автомобиля провалились под землю. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как машины буквально ушли в образовавшийся провал. Пострадавших, по предварительной информации, нет, но автомобили получили серьезные повреждения. МЧС Татарстана и городские службы Казани работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия урагана. Ведется расчистка дорог от упавших деревьев, коммунальные службы пытаются откачать воду с затопленных улиц. Власти призывают жителей избегать поездок на личном транспорте и соблюдать осторожность. Около полудня 23 июля на оживленном участке шоссе Кордамоле-Спитали в итальянской провинции Бреша, в коммуне Аццанамелло, произошла авиакатастрофа. Небольшой частный самолет буквально вонзился в шоссе А21, соединяющее автомагистрали А4 и А21, и взорвался. На борту находились 2 человека, 75-летний адвокат из Милана Серджо Равалье и его 50-летняя спутница Анна Мария де Стефано. Они, к сожалению, погибли. В момент аварии по шоссе двигалось множество автомобилей, однако, по счастливой случайности, никто из водителей не получил серьезных травм. 2 автомобиля проехали через стену огня и обломков, образовавшихся после взрыва. 2 водителя получили легкие травмы, их жизни вне опасности. В Хабаровском крае на подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 в городе Амурске утром 23 июля произошла авария. Маневровый тепловоз с 10 вагонами, груженными углем, сошел с рельсов и опрокинулся. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры,
инцидент обошелся без пострадавших, однако локомотив, железнодорожные пути и сопутствующая инфраструктура получили повреждения. Авария произошла около 6 часов 10 минут по местному времени. Маневровый локомотив, сцепленный с 10 полувагонами, груженными углем, следовал со станции Мылки к месту разгрузки в районе ТЭЦ-1. По предварительным данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, машинист выехал за пределы тупика, что привело к сходу состава с рельсов и его опрокидыванию. Транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре инициировала проверку по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сообщается о масштабном пожаре в Нагорном Карабахе, там горят леса и пастбища. Пожар начался в Агдамском районе, после чего распространился на соседний Агдеринский район. По предварительным данным, огонь охватил сухую травяную растительность, что способствовало его быстрому распространению. На место происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Усилия направлены на локализацию огня и предотвращение его распространения на жилые территории и другие районы. Однако ситуация осложняется наличием неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после многолетнего конфликта в регионе. Сообщается, что в зоне пожара слышны звуки взрывов мин, что создает дополнительные риски для пожарных бригад и местных жителей. В провинции Юньнань на юго-западе Китая бензовоз едва не попал под оползень. Инцидент произошел в горной местности, где из-за продолжительных дождей обрушился склон, перекрывший участок дороги. К счастью, трагедии удалось избежать. На кадрах видно, как перед бензовозом падает несколько камней и машина приостанавливается, затем резко ускоряется, преодолевая участок, и спустя секунду на это место обрушивается лавина камней. Инцидент произошел на одной из трасс в уезде Чаотун, известном своей сложной горной местностью. По предварительным данным, оползень был спровоцирован обильными осадками, которые в последние дни обрушились на регион. На участке, где произошел оползень, начались работы по расчистке завалов. Дорожные службы оценивают состояние трассы, водителей призвали избегать этого маршрута до завершения восстановительных работ. Авария на Городецком гидроузле в Нижегородской области парализовала судоходство на одном из ключевых участков Волги. Десятки грузовых и пассажирских судов оказались заблокированными, туроператоры вынуждены экстренно менять маршруты и пересаживать туристов на автобусы. Инцидент произошел около 11 часов 22 июля во время строительных работ по возведению дополнительной камеры шлюза номер 15А на Городецком гидроузле. По данным Министерства транспорта Российской Федерации, обрушился оголовок в верхняя часть камеры шлюзов номер 15-16, что привело к затоплению строящейся камеры. В результате судоходство на участке реки Волга было полностью приостановлено из соображений безопасности. На момент аварии через шлюз планировали пройти 10 пассажирских судов, на борту которых находилось около 1500 туристов. Еще 14 судов должны были пройти через гидроузел с 23 по 25 июля. Пострадавших в результате инцидента нет, однако нарушение целостности шлюза создало серьезные проблемы для круизной навигации. Министерство транспорта Российской Федерации создало оперативный штаб для координации восстановительных работ на гидроузле. Утром 23 июля к обследованию подключилась водолазная группа, которая должна оценить состояние подводной части оголовка. Точные сроки возобновления навигации будут определены после завершения комплекса исследовательских работ. В среду, в 7 часов 25 минут утра по местному времени вулкан Марапи, расположенный в провинции Западная Суматра, вновь заявил о себе, выбросив столб газа и пепла на высоту около 1600 метров над вершиной, это примерно 4,5 километра над уровнем моря.
По данным Центра вулканологии и смягчения геологических катастроф Индонезии, выброшенный в результате извержения густой серый пепел распространился в западном направлении. Извержение стало очередным в серии активных фаз вулкана Марапи, который остается одним из самых активных вулканов Суматры. Ведомство сохраняет уровень опасности на втором из 4 возможных, запрещая жителям и туристам приближаться к кратеру ближе, чем на 3 километра. Марапи, высота которого составляет 2891 метр, расположен на острове Суматра и входит в число примерно 130 активных вулканов Индонезии, находящихся на огненном кольце Тихого океана. Последняя крупная активность Марапи началась в декабре 2023 года и продолжается по настоящее время с периодическими выбросами пепла и газа. В провинции Биледжик на северо-западе Турции бушует масштабный лесной пожар. Огонь, подпитываемый сильным ветром и аномальной жарой, продолжает угрожать близлежащим населенным пунктам, вынуждая власти эвакуировать жителей. Пожар начался 22 июля в районе Гейвы соседней провинции Сакария и стремительно перекинулся на территорию Биледжика. В районе Биледжика эвакуированы жители 4 сел, автомобильная дорога Мекеджи-Базююк, ранее перекрытая из-за пожара, была вновь открыта после частичной локализации огня. Стихия унесла жизни 11 пожарных, которые боролись с огнем в сложных условиях. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув героизм спасателей. Точные обстоятельства гибели пожарных пока не разглашаются, но, по предварительным данным, они могли быть отрезаны от путей отступления из-за быстрого распространения пламени и сильного задымления. География лесных пожаров в Турции продолжает расширяться, охватывая южные провинции страны. Если ранее основное внимание было приковано к западным и юго-западным провинциям, таким как Измир, Мугла, Анталия и Маниса, то теперь огонь охватил и южные регионы, провинции Килис и Сиирт. Пожары затронули лесные массивы, пастбища и сельскохозяйственные угодья, угрожая близлежащим населенным пунктам. Согласно информации, предоставленной Генеральным департаментом лесного хозяйства Турции, в тушении пожаров задействованы более 27 самолетов, 105 вертолетов, около 6 тысяч единиц наземной техники и 25 тысяч пожарных. В провинциях Килис и Сиирт, как и в других пострадавших регионах, к тушению подключились местные жители, однако сильный ветер и высокая температура осложняют усилия спасателей. На данный момент точные данные о пострадавших в Килисе и Сиирте отсутствуют, огонь пока не затронул крупные туристические зоны, но угроза распространения сохраняется из-за сложных погодных условий. Лето 2025 года стало одним из самых жарких в Турции, что, наряду с затяжной засухой и сильным ветром, способствует быстрому распространению огня. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и катастрофам Турции, с начала июля в стране зафиксировано более 760 пожаров, что составляет около 25% всех возгораний за год. Пожары в Килисе и Сиирте добавляют нагрузку на уже перегруженные спасательные службы. Несмотря на масштабные пожары, основные туристические зоны, такие как Анталия, Мармарис, Фетхия и Кемер, остаются в относительной безопасности. Туроператоры сообщают, что угрозы для отелей и курортов нет, а аэропорты, включая Измир, возобновили работу после временных перерывов. Посольство России в Турции призывает туристов следить за оперативной информацией и избегать прогулок в лесах и горных районах. На вулкане Шевелуч днем 23 июля зафиксирован пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря. По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на 35 километров в северо-восточном направлении в сторону Берингового моря. На его пути населенных пунктов нет. По информации ученых, взрывное извержение вулкана продолжается. Выбросы пепла на высоту до 10 километров возможны в любое время. Они могут представлять опасность для авиационных полетов. Вулкану присвоен оранжевый, повышенный код авиационной опасности.
Вечером 22 июля в округе Каламазу, в штате Мичиган, произошло крушение легкомоторного самолета. По предварительным данным, крушение произошло около 18 часов 30 минут по местному времени в районе аэропорта Каламаза в Батл-Крик. Одномоторный Piper PA-28 упал в лесистой местности недалеко от взлетно-посадочной полосы вскоре после взлета. На борту находились 2 человека, пилот и пассажир, оба погибли на месте. Управление шерифа округа Каламазу подтвердило, что самолет полностью разрушился и загорелся при ударе о землю. Пожарные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, однако спасти находившихся на борту не удалось. На земле жертв и разрушений не зафиксировано. В районе Бабусар-Топ в округе Диамер, на пакистанской территории Гилгит-Балтистан, 21 июля мощный селевой поток, вызванный внезапным ливнем, унес жизни 4 туристов и 1 местного жителя, поиски еще 15 продолжаются. Катастрофа произошла на популярном туристическом маршруте недалеко от Каракарумского шоссе, одной из самых высокогорных и опасных дорог в мире. Инцидент произошел около 15 часов 30 минут по местному времени. Мощный ливень спровоцировал внезапное наводнение и сход селей на участке Бабусарской дороги, соединяющей долину Каган в провинции Хайбер-Пахтунхва с Гилгит-Балтистаном. Селевые потоки и оползни затронули около 8 километров дороги между Джал и Диюнг, вызвав до 15 крупных завалов из камней, грязи и обломков. Более 30 транспортных средств, включая туристические автобусы и автомобили, были смыты или погребены под обломками. На место происшествия были направлены команды Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий пакистанской армии, а также местные спасательные службы. Более 200 туристов были эвакуированы с помощью вертолетов и наземных команд. Жители деревни Тхак-Бабусар предоставили укрытие более чем 100 пострадавшим в своих домах. Гостиницы и гостевые дома в Челасе открыли двери для туристов бесплатно. Правительство Гилгит-Балтистана начало раздачу продовольственных наборов и палаток. Каракарумское шоссе остается заблокированным в нескольких местах, включая районы Лалпархи и Таттапани, где в ловушке оказались 10-15 автомобилей. На месте завалов работает дорожная техника, полное восстановление движения может занять еще несколько дней. Столица Эфиопии Аддис-Абеба столкнулась с мощным наводнением, вызванным продолжительными ливнями в разгар сезона дождей. Интенсивные ливни вызвали переполнение дренажных систем города, что привело к затоплению низменных районов, включая районы Ольды-Киркас и Болы. Местные жители сообщают, что некоторые улицы превратились в реки, движение транспорта было парализовано из-за скопления воды и повреждений дорог. Сообщается о перебоях с электроснабжением и водой в некоторых районах. На данный момент официальной информации о жертвах или пострадавших не поступало. Местные власти и спасательные службы начали работы по ликвидации последствий стихии. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Эфиопии мобилизовало команды для откачки воды и помощи жителям в наиболее пострадавших районах. Министерство инфраструктуры и транспорта Аддис-Абебы призвало граждан избегать поездок по затопленным улицам и соблюдать меры предосторожности. В государственном заповеднике Сурхан в Шарабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана 23 июля произошел крупный пожар. Пожар стремительно распространился из-за сухой растительности и сильного ветра, охватив площадь около 5 гектаров. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты Главного управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области. Тушение осложнялось горным рельефом и высокой пожароопасностью местности. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к 0 часов 30 минутам 24 июля, спустя почти 9 часов тушения. О пострадавших или жертвах не сообщается, точный ущерб экосистеме заповедника пока оценивается.